Зимняя распродажа одежды на Озон. Открывай скидки до 80% с 15 по 29 января. Платье Найс за 1999. Сумка Лильсия за 1349. Отдай. Ребят, теперь мои видео можно будет смотреть в ВК-сообществе. Ссылочка будет в описании. Приятного просмотра. Поднимите мне веки. Ребят, всем привет! С вами снова Solid. Прошли мы через новогодние праздники и восстановились после оливьешной комы. Я объявляю этот год похудания. Я уже начал. Брокколи – это очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет. Плохие новости, пятачок. В общем, смотрите, что происходит. Мне мой оператор подарил на Новый год деревянный Макинтош. И назвал его ИРПЦН. Индивидуальный рацион питания, цельный, новогодний. Весит этот кубик примерно 6-7 килограмм. И внутри запах несоответствующего количества калорий заявленному весу. И давайте незамедлительно переходить к вскрытию, потому что очень хочется есть. Все-таки обед уже, я проспал. И знаете, что самое страшное в этом вскрытии? Это вскрытие найти там брокколи. Чего ты расстроился? Да иди ты! Так будет похудение. Похудение у него, блядь, заебал. Еще там есть что, нет? Слушайте, ну в принципе, раз немного калорий, два немного калорий, стеклянные баночки и классические баночки. Оп, стоять. Смотрите, ребят, здесь сплошная деликатесина. Тут вообще вот куда ни взгляни, везде интерес. Например, вот написано деликатес дичь, нарисован лось. Это бизнес. Следующее, что попробуем, это мясо тушеное оленя и фазан. Я его не то что не пробовал, даже в глаза его не видел. Также есть 3 паштета. Это простой паштет из медведя. И вот в этих стеклянных баночках самая ценность. Первая баночка — это паштет из оленины с вяленой клюквой и шпинатом. А вот эту банку я понять не могу. Написано «медведь с языком и грибами». С чьим языком? Нарисован олень, утка, медведь, целое семейство законсервированное. И основную часть стола занимают те вкусняшки, которые я очень долго ждал. Раньше мы этого делать почему-то не умели. Я все ссылался, вот есть американские подобные штуковины, они очень вкусные, хорошо заходят, долго хранятся. Вот наш ответ. Пожалуйста, вяленый страус, вяленая свинина, вяленая утка, вяленая курица, вяленый кролик, баранина, гусь. Также есть оленина, говядина, лось. И самое главное, вяленая индейка. Я понимаю, что подобное надо есть, конечно, с друзьями. В хорошей компании, в приятном разговоре. Все это понятно. Но я справлюсь один. Чтобы не запутаться, я буду двигаться по порядку. От голубеньких к желтеньким. Давайте начнем с вяленой олениной. Выглядит она очень вопросительно. Напоминает больше какой-то странный шоколад, а по текстуре как резина. Вот сейчас я ее в руках мну. Хотя если разорвать, то на разрыве видно все-таки волокна мяса. Давайте попробуем. Тут зубы нужны. Бля, она застряла. Парнокопытная тварь. Как будто ты ешь такую резину искусственного происхождения вместе с солью. Я пока держусь. Да проглотись его. Не запивать это невозможно. Я перестал держаться. Вот это уже мое! Вяленая говядина. Она же тушеночка, которую мы видели в миллион раз в консервных банках. Выглядит, конечно, тоже непривычно. Такое ощущение, как будто это не мясо заваляли. Заваляли?
Высушили. Она слишком красная какая-то. Погнали. Уже чувствуются тонкости, не только соль. Вы когда-нибудь ели? Нет, не ели. Блять, вот она одно и то же. Как олень? Да. Соленый. Блять, это пиздец, Серега. Как-то четвертый кусок не зашел. И ладно бы оно хранилось бы долго, веками. Нет, срок годности всего 6 месяцев. Ну да, уже все. Короче, по баллам тоже тройбаш такой. Следующая парнокопытная называется вяленый лось с можжевельником. Выглядит тоже необычно. Я никогда не думал, что лось может быть такого красного оттенка. Погнали. Нормально. В принципе, можно не жевать. Главное, отсмачивать. Это такая же дрянь, соленая дичь, которую невозможно есть вот так в сухомятку. Короче, хрень семерка. Ну, следующая у нас индейка с куркумой. Выглядит уже по-другому, ребята. Оно практически как рыбка, как лососик. Вот она моя родная. Да. Еще бы, еще. Она даже мягче, чем все остальное, и легко перепутать с рыбой. Вот! Что такое? Она мне понравилась, но она уже вся закончилась. А дальше как я тут? Вот отсюда начинаю. Убери руки, отойди. Я знаю, что отсюда. А что это за мясо такое? Страус, да? И, по-моему, это мясо презентабельнее всех. Во-первых, оно жирное. И еще сразу же видны вот эти черненькие специи. Погнали. Никогда не пробовал страуса. Короче, по вкусу это сильно пересоленная, при этом смачно жирная грудка курицы. За страуса всегда зачет, поэтому ставлю 8. У меня все болит. Соль тебя разъела, да. Вот за это я уважаю своего оператора. Каждый год мне подкладывают свинью. Вяленая свинина со специями. Причем интересный момент. Здесь, видите, наклейка 100% натурально. А вот здесь такой наклейки нет. На удивление, свининка выглядит тоже презентабельно, жирненько и волокнистенько. Даже местами напоминает воблу. Погнали. Ну, тут они не ошиблись. Из минусов скажу, что отличие между вот этими продуктами минимально. Все портит соль. Но здесь чувствуется вот эта свиная сладость. Прям заходит. Худеем вместе. 10. Крутим барабан. И без остановок двигаемся к вяленой утке с черносливом. Где здесь чернослив, непонятно. Утка выглядит стандартным образом. Миллион раз ее видел, она в принципе такая и должна быть. Ну, вот я прям вижу, что это крыло. Но если трогаешь и пальцы блестят, значит хорошо, погнали. Они тебя блестят, даже если не трогаешь. Жуй, не отвлекайся. Вот один чернослив. Ну, блин, это... А потом соль. И происходит беда. Где? Непонятен вкус. Где ты, зараза? Все говорят, утка жирная, она невкусная, жесткая, местами воняет, если неправильно готовить. Ничего не воняет. Отлично. Он уже не утку жрешь, а дальше начал, да? Это много брусков. Уже баранину начал закидывать. Следующее мяско – классика. Тут даже так и написано. Вяленая курица классическая. Выглядит тоже классическим образом. Кусочки даже друг от друга не отлипают. Я так понимаю, это так называемое серое мясо. То бишь ножки, крылышки, вот все в ту сторону. Потому что они более жирненькие. Я прям вижу вот этот жирок. Да. Все-таки приятно есть бывшего тираннозавра. Для тех, кто не знает, птицы, они прошли эволюцию от именно динозавров в ту сторону. Вот как? Как? Объясните мне, как можно испортить обычную курицу? Я готовил ее миллион раз. И ни разу мне не удавалось ее пересолить. О, что,
Пиво забулькало уже. Куда ты пошел? Ты рано встал. А что ты начинаешь-то, а? Давление пошло. Я тут говорю, ты меня отвлекаешь от разговора. Соленая дичь, кол. Эту ситуацию может спасти только вяленый кролик с розмарином. Вот это-то мясо может быть нормальным, обратите внимание. Действительно постное, действительно кроличье, нет уже жира, оно более скучное, но по цвету приятное. Оно не темное, оно симпатично, красновато-розовенькое. Погнали. Как вы это делаете? Вы мне можете объяснить? А чем это отличается от курицы? Это же не птица, блядь. По вкусу хрень. Тоже кол ставлю. Такая же курица, только мохнатая. Следующий еще хуже, потому что баранина мне и по внешнему виду не нравится, и как мясо не нравится, и как шашлык не нравится, и в блюдах типа плова мне тоже оно не нравится. А тут с кориандром. Вот внешний вид, обратите внимание, да? Я тоже задаюсь вопросом, почему ты такой темный? Но жирненький, там есть вот такие желтенькие, беленькие прожилки непонятного содержания. Погнали. Он даже не пахнет бараниной. Он пахнет солью. Крайне жесткое мясо, хрен прожуешь. Очень терпкий вкус, слишком жирное, даже до противизны. И пересоленое. Ужасно. Очень плохо. Ребята, я надеюсь, вы разделяете мою боль, потому что вот это порция. Вот пакет, а вот порция. И так совсем. Просто на тарелке выглядело много. Прощай, гусь. Ну-ка. Ну, другое дело. Мягко. Можно жевать. Соли вообще уже не чувствую. Он как будто не соленая. И безвкусная. А нет, пошла. Это соль. Наверняка многие из вас пробовали подобное. Соленая, вяленая рыбка. В данном случае горбуша. Так вот, смею вас заверить, что все блюда, которые здесь были, гораздо более соленые, чем это. Гораздо. Хотя здесь соли тоже до хрена. Че оператор со мной пытался? Засолить ты мне пытался? Законсервировать? А? Вот если бы не следующее блюдо, я бы уже восстал. А у нас еще есть. Погнали готовить. Закрывая тему со снеками, скажу, что сильно такое себе. Все портит соль, и отличить по вкусу что есть что практически нереально. Мясо зачастую жесткое, кусочки маленькие и неприятно слипшиеся. Мне не хочется подводить под клише типа «а в США лучше», но выбора не остается. Вот! Конкретный пример, как надо делать. Начиная с дизайна, заканчивая качеством мяса. Посмотрите на текстуру. Уверяю вас, вкусовые данные интереснее ровно настолько, насколько вы видите разницу во внешнем виде. Да и куски гораздо мягче и больше. Но давайте перейдем к другим элитным продуктам. У нас же есть консервные баночки. Причем редкость, обратите внимание, здесь у нас мясо лося тушеное, а здесь мясо оленя, тоже тушеное. Но есть один подводный камень. Вот читаю состав и написано оленина, дальше идет говядина. Почему? При этом выше написано массовая доля мяса и жира не менее 82%. Все остальное это вода, бульон, лаврушки, специи и так далее. Вопрос, сколько здесь процентов оленя, а сколько говядины? Ответ. 100% оленя за столом. Ты где? Но, коль так, то начнем мы, естественно, с оленя. Выглядит он крайне презентабельно. Вообще, обращаю ваше отдельное внимание на качество продукта. Потому что здесь минимум бульона, максимум жира и еще больше максимум мяса. Нет ничего лишнего. Причем отдельное удовольствие стоит разрезать этот большой кусок и видеть внутренние вкрапления жирка и вот эти слои мяса. Не, я все-таки не выдержу, я с жира начну. Все выходные на брокколи просидел. Знакомая тема. Говядина сразу. А, это, наверное, говяжий жир. Да. Откуда у оленя жир? Поэтому все честно. Это топчик.
чувствуется говяжий бульончик и такие специфические молочные оттенки, как будто добавили сюда баранины. И вот этот дополнительный привкус здесь ни в коем случае не мешает, а только прибавляет. Погнали. Мяско. Да, оно все такое. Говядина и оленина. Если была бы одна оленина, мне бы, наверное, не понравилось. Наоборот, класс. Ассорти. Конечно, в кадре может показаться, что мясо очень плотное и жесткое, потому что я его резал так вот с усилием. Но в действительности это даже рядом не так. У тебя во рту оно тает. И начинает перевариваться прямо здесь. Да. И даже несмотря на то, что она холодная, жир греет. Вопрос на засыпку. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои догадки, сколько я на данный момент вешу. Не смотрите на этот крупный костюм, он обманчиво провоцирует написать неадекватные цифры. Мой рост 188. Вес, вот предположите. Может быть, кто угадает. Интересно. Десятка. Так, ребят, пока у нас междублюдие, я хочу обратиться к вам. Как никогда нужна сейчас ваша поддержка. Поддержать канал очень легко. Либо поставить лайк, либо подписаться на канал. Но лучше сделать и то, и другое. Тогда вы продвинете это видео в тренды, и мы вам будем очень благодарны. Как вы знаете, сейчас с Ютубом в России беда, поэтому любая помощь нам будет необходима и нужна. Мы на вас надеемся. Спасибо. Фух. А можно теперь есть? Ни в коем случае не останавливаемся. Следующее мясо на дегустацию – мясо лося. Ну, оно то же самое. Мясо лося и говядины. В чем разница? Во-первых, цвет другой, он тут более розоватый. Во-вторых, мясо выглядит более мраморным. Там больше жировых отложений внутри вот этой большой котлетки. Ну и в-третьих, здесь, на мой взгляд, больше жира. Это хорошо, погоди. Да. Угу. Но есть один отличительный момент, который не передается на камеру. Ребят, это запах. Я нюхал лося. Привет! Смотри, что я тебе принес. Галеты, не имеющие аналогов. Слышь, на! И хочу сказать, что вот пахнет им. То бишь не обманули. Даже немного химический. Я бы не сказал, что он, кстати, вкусно пахнет. Такой немного отторгающий и такое ощущение, как будто специи. Но это лось. Во-первых, кратно жестче. Меньше соли. Такое ощущение, что меньше говядины. Мужской, солидный. Такой вкус еды викингов. О, и все. Остался только жирок. Погнали. Оно прям зашло, вот залетело. Поэтому по баллам, естественно, тоже десятка. Погнали дальше. Следующее блюдо тоже редкое, деликатесное, в простом магазине не купить. Называется мясо тушеное фазан. И просто так эту птицу есть, скучно. Поэтому я ее приготовил с картошечкой. Какая красота, какая стать, какая вкуснотища должна быть. Давайте начнем с фазанчика. Вот он, фазанчик, причем на кости. Обратите внимание, есть косточка. Давайте с нее начнем. Интересно, можно ли ее разжевать. Погнали. Обалдеть. Я всегда говорил, что тушенки греть не обязательно. Но вот фазана надо, потому что гораздо вкуснее. Несоизмеримо. И вместе с картошечкой. О, боже. Картошка напиталась всеми соками, жирами и со специями полный порядок. И не пересолили. Ешь, прям радуешься. Как по-домашнему. Костей дух. В общем-то, блюдо состоялось, но ты куда ты? Не хватает маленькой детали. Лаврушки. Поскольку у нас снег уже растаял, лаврушка цветет.
Давайте так положим. И посмотрим, насколько изменился вкус. Да. И можно вот так натереть картофель и испытать настоящее счастье. Ну-ка. А прям сырое. Охренеть. Я даже не знал, что это так вкусно. Такая пряность появляется. Теплота. Блин, опять кость. Причем несколько слой. Ай, они маленькие. Да ну на. Вот картошка моя любимая. Блин, и тут кость. Я не вижу ничего здесь. Опять кость. Вот она. Вот она, маленькая. А поперек горла встанет, будет жопа. Короче, я не поел. Ставлю 5 из 10. Половину срезал только за то, что огромное количество костей. Это есть нереально, особенно в холодном виде. Поэтому давайте двигаться к более мягкому, а именно к паштету. Так, время худеть, а я еще ничего не ел. Поэтому у нас есть вот такие 2 консервные баночки, стеклянненькие, с паштетиком, очень легким и легко усвояемым. Начнем, естественно, с паштета, как написано, медведь с языком и грибами. Выглядит он непривычно, немного подмерз, судя по всему, поэтому имеет странную рыхловатую текстуру, очень розовенький, цветастенький и по запаху почему-то отдают печенью. Погнали. Это точно медведь. Печеночный паштет с морковью. Примерно так. Значит, в составе печень свиная, свинина, сердце свиное, а потом уже мясо медведя, язык говяжий, ну и остальные ингредиенты. Это к чему говорю? К сожалению, маркетинг делает свое дело. Нарисован медведь, написано медведь. Он тут юридически есть, но его количество, ну, можно сказать, не указано. И самое главное, вкус. Ты его даже не почувствуешь. Зато по ценнику ты очень почувствуешь разницу между обычным паштетом печеночным и вот этим. 3 из 10 за то, что тут практически нет медведя. Я его не чувствую. Печень. Отшибло все. Нахрена. Так, олень. Написано паштет из оленины с вяленой клюквой и шпинатом. Выглядит примерно так же, только охристый оттенок. По вкусу практически ничем не отличается от паштета с медведем. Нету вот этой молочности, которую мы видели, кстати, в консервной банке, где там по-настоящему было много оленины. Здесь такого даже близко нет. Из плюсов, слава богу, не пересолили и не переперчили. В принципе, с чайком зайдет на ура. За это ставлю 8. Ну и завершающая вкусняшка на сегодня вот такой деликатес. Тоже паштет из медведя. Только зачем так мало, когда у меня есть целая консервная банка? Смотрите, опять же, и сбоку написано паштет из медведя. И сверху была вот такая картиночка, тоже написано паштет из медведя. Состав: мясо медведя, уже хорошо. Дальше говядина, свинина, печень свиная, сердце свиное, бульон мясной, лук репчатый, морковь, мишка и его жертвы. Правда, не очень понятно, что это за желтые вкрапления, как будто остатки от свистков. Привет для тех, кто в теме. Пробуем. Хотел бы я сказать что-то хорошее, но не могу. Это то же самое. Вот под копирку. Ничего, я получу свой профит, я это доем. Сейчас. Сереге ничего не достанется. Но все равно мягкий вкус, хорошо получается. Ты что? Сила медведя во мне просыпается. Да как ты меня заколебал! Отдай, пожалуйста.
Ну а сейчас вердикт. Он будет коротенький. Во-первых, впервые благодарю своего оператора за такой подгон. Приехал домой, выпил еще литра 2 воды. Во-вторых, как вы понимаете, подобные наборы продаются в любом маркетплейсе. И хочу пожелать всем вам не вестись на красивые картинки и описания. Вы сами все видели на этом обзоре и сами можете сделать выводы. Из реально хорошего и интересного это железные консервные банки. Вполне достойное качество и чувствуется привкус дикой природы. Вот, как-то так. Ребят, мы постепенно восстанавливаем график выхода роликов, будем стараться записывать больше. В этом году на новом канале будет больше шортсов, причем часть из них будет не вырезка из роликов, а полноценные мини-обзоры на крутые ништяки. Будет больше стримов, больше других качественных видосов, разбавляющих основной контент. Напомню, что канал можно поддержать подпиской, лайком или комментарием. И спасибо всем тем, кто подписался на Бусти. Там ролики появляются чуть раньше, и они без рекламы. Также спасибо всем, кто остается с нами на Ютубе. Прорвемся. На этом пока что все. Всем удачки, всем пока.